Для начала давайте посмотрим на гравюру итальянского археолога, архитектора, художника и исследователя римских ценностей, которая называется «Вид на виллу Тиволи». Создана она в 1778 году. На ней мы видим одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, которая изображена в плачевном состоянии: фонтан. Без воды, кругом раскиданы какие-то камни или обломки окружающих строений, стены и бордюры, повреждены парк. Опустошен, вдали на аллее мы видим людей, создается впечатление, что они наводят порядок, убирают территорию, что послужило причиной произошедшего. На этот вопрос постараюсь ответить позже, а пока вернемся к самому мастеру гравюры. Данное изображение создано Джованни Баттиста Пиранези 1720-1778, единственного в своем роде художника, составившего полную картину античных памятников, обнаруженных в его время. Он родился в семье каменотеса, что для нас является важной деталью, получил отличное языковое образование, постигал основы архитектуры в Венеции, а в 1740 году переезжает в Рим и начинает работать чертежником у венецианского посла при папе Римском Бенедикте XIV, продолжает обучаться гравюре и перспективе, а вскоре открывает собственную мастерскую. До самой смерти живет в Риме, посвятив себя памятникам древности. Основной его работой стало многотомное издание афортов под общим названием «Римские древности». В предисловии к данному сборнику Пиранези говорит о том, что ему было невыносимо наблюдать за тем, как множество останков античных сооружений Рима и памятников древности, что были разбросаны повсеместно на обрабатываемых землях, исчезали из-за ущерба, наносимого временем и владельцами земель, как их растаскивали для строительства новых зданий. Именно поэтому он решил сохранить эту память посредством гравюр. Это указывает на то, что мастер в данных работах пытался детально изобразить городские пейзажи. Давайте посмотрим на них, а теперь вернемся к нашей вилле d'Este. Вот что о ней говорится в официальных источниках. Назначенный папой Юлием III губернатором Тиволи в 1550 году, кардинал Ипполито II d'Este, сын Лукреции Борджиа, задумал разбить парк на крутом склоне у дворца. Проект создания парка между церковью Святого Петра и средневековыми стенами окончательно оформился к 1560 году. Автор проекта — архитектор и археолог Пиро Лигорио, ранее с 1550 осуществлявший раскопки на вилле Адриано. Итак, на данном месте уже стоят различные сооружения вилла Адриано. Подробнее можно ознакомиться здесь: средневековые стены и дворец. Кстати, в дворец был переделан бывший Бенедиктинский монастырь. 9 века. Более подробной информации о нем я не нашел. В начале 17 века кардинал Алессандро приступает к обновлению парка. Работы по обновлению продолжаются вплоть до 1670 года. Таким образом, мы понимаем, что на протяжении 17 века парк облагораживают за сооружениями и строениями, следят и ухаживают. Но вдруг об этом периоде я не нашел абсолютно никакой информации. На рубежах веков что-то происходит, и вилла переживает длительный период запустения, собственно, что мы и видим на гравюре Пиранези. А с учетом предыдущих гравюр мастера из его многотомного издания напрашивается вывод, что это что-то носило глобальный характер. Но так как сам мастер родился в 1720 году, то не успел застать тех событий, зато максимально детально зафиксировал их последствия. Подожди, автор, не так все просто, скажет кто-то, и будет прав. Дело в том, что у Джованни Баттисты есть еще одна знаменитая серия афортов, которая называется «Фантастические изображения тюрем» и являются полностью плодом воображения художника. По крайней мере, так заявляют официальные источники. Рассмотрим эти работы. Огромные помещения с арочными сводами, цепи, решетки, орудия пыток, великаны и карлики — действительно ничего общего с нашей реальностью. А теперь посмотрим на его работу «Марсово поле». Можно посмотреть в источнике. Мастер пытался воссоздать облик Старого Рима с его античными постройками, причем он делал карты отдельных районов Марсового поля, изображающие разные исторические периоды Древнего Рима времени Ромула Тарквинеев, первых консулов эпохи Августа. Пиранези исключил из своих работ вмешательство архитекторов других эпох, сделав акцент на античности Илии. Вот здесь вспомним о том, что он родился в семье каменотеса, получил отличное образование, работал под руководством лучших мастеров, переехал в Рим, получил заказ от папы Климент XIII на постройку хоров в церкви Сан-Джованни в Латерано, работал над оформлением площади Кавальери ди Мальта, резиденции Мальтийского ордена с эффектными стелами и обелисками на Авентинском холме в Риме, перестраивал церковь
Санта-Мария-дель-Приорато Санта-Мария-дель-Приорато прежде Санта-Мария-Авентино был избран почетным членом Общества антикваров Лондона, а еще вероятнее всего был масоном. Слышали о такой строительной гильдии вольных каменщиков, которая как раз и возникла в середине 17-начале 18 веков и выросла в тайное общество, и если предположить последнее, тогда станет понятным, чей заказ он отрабатывал. Возможно, именно поэтому Пиранези хотел в первый том сборника «Римские древности» включить листы, придуманные им карты Марсового поля. Чем дольше я пытался разобраться в гравюрах мастера, тем дальше Пиранези ускользал от меня. В одной из его работ я даже нашел следы великанов или антов, погибшей цивилизации, как считают сторонники альтернативной истории. Если катастрофы в тот период действительно никакой не было, то откуда расцвет так называемой руинной живописи? Появляются множество художников-руинистов. Они что, вдруг все разом сговорились и писали с одной кальки в одном стиле, изображая реальную действительность совместно с плодами своей фантазии? А вы как считаете, Пиранези фантазировал, привнося что-то свое и убирая из работы лишние, мешающие образу? Или с документальной точностью фиксировал следы глобальной катастрофы? Белый зал посвящен античности. Пиранези в течение всей своей жизни занимался исследованием Древнего Рима, подарив миру ряд крупных археологических открытий. Впервые российские посетители смогут увидеть листы из важнейших теоретических работ мастера, прежде всего четырехтомного сочинения «Римские древности» 1756 и других. Пиранези были описаны сохранившиеся памятники Древнего Рима, реконструирована топография античного города, запечатлены исчезающие остатки античных памятников. Пиранези был не только неутомимым гравером-исследователем, но и предприимчивым человеком, удачно использовавшим свой талант и знания в коммерческих целях. Со второй половины 1760-х годов он принимал участие в раскопках и начал воссоздавать памятники античного искусства, продавая их наряду с гравюрами. Папа Климент XIII. Другие члены семьи Риццоника оказывали покровительство Пиранези, поощряя его творческие замыслы. Кроме грандиозного, так и нереализованного проекта 1760 года по перестройке алтаря и западной части базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в 1764-1766 года, Пиранези реконструировал церковь Мальтийского ордена Санта-Мария-дель-Приорато на Аветинском холме в Риме, а также спроектировал ряд интерьеров в резиденции папы в Кастель Гандольфо и его поимянников, кардинала Джованни Батиста Риццоника и сенатора Рима Аббондио Риццоника. Джованни Батиста Пиранези. Портрет папы Климента XIII. Фронтиспис к серии о величии и архитектуре римлян 1761. А форт Резец ГМИ им Пушкина. На гравюре изображены погребальные урны с телы. Надгробия, найденные в садах виллы Корсини за Порто Сан-Панкрацио в Риме. Р.Н. Трастевери. Существует мнение, что Пиранези использовал мотив чередования погребальных урн из тел при проектировании ограды церкви Мальтийского ордена Санта-Мария-дель-Приорато. Эта церковь — единственное здание, построенное Пиранези. Гробница Луция Аруция — комплекс из 3 колумбариев помещений с полукруглыми нишами для хранения урн с прахом рабов и потомков государственного деятеля консула VI года историка Луция Арунция. Захоронение было обнаружено в 1736 году, а в XIX веке гробница была полностью разрушена. Надгробия в виде алтарей были очень популярны в погребальных обрядах Италии в раннеимперский период. Оригинал изготовлен из одного мраморного блока с рельефными украшениями на фронтоне и боковых сторонах. Верхняя часть надгробия оформлена в виде подушки с 2 валиками, завитки которых декорированы розеттами. В центральной части полукруглого фронтона изображен венок с гирляндами. На передней грани надгробия в рамке высечена надпись с посвящением богам загробного мира в Манном и упоминанием имени умершего и его возраста. Под ней маска горгоны Медузы, обрамленная фигурами лебедей. По углам памятника расположены маски баранов, под которыми помещено изображение орлов. Боковые части надгробия украшены гирляндами из листьев и плодов, свисающие с бараньих рогов. Одной из главных тем в искусстве Пиранези является тема величия древнеримской архитектуры. Во многом это величие было достигнуто благодаря инженерно-техническим навыкам. На гравюре изображен сохранившийся мощёный участок древней Аппиевой дороги, царицы дорог, как называли ее римляне. В сочинении «Римские древности» Пиранези проявил повышенный интерес к погребальным сооружениям. В исследовании гробниц, содержащих многочисленные произведения искусства, художник видел путь к возрождению
Величие Рима и его культуры до Пиранези к изучению и документированию древнеримских гробниц обращались Пьетро Санти Бартоле, Пьер Леон Геце и другие. Их сочинения оказали значительное влияние на художника, но Пиранези идет дальше простой фиксации внешнего и внутреннего вида гробниц. Его композиции полны динамики и драматизма. На гравюре изображена гробница, находящаяся в винограднике по дороге в Тиволи. Художник демонстрирует внешний вид гробницы, изображая ее на первом плане с низкой точки зрения. Благодаря этому сооружение выделяется на фоне ландшафта и возвышается над зрителем. На гравюре представлены саркофаг и канделябр, найденные в мавзолее Констанции Кей 318-354 дочери императора Константина Великого. Пиранези воспроизвел одну из сторон порфированного саркофага с изображением лоз и амуров, давящих виноград. Боковая сторона крышки украшена маской Селеной и гирляндой. Как отмечал Пиранези, мраморный канделябр служит образцом для художников в XV веке и остается моделью для любителей прекрасного в настоящее время. Саркофаг и канделябр хранятся в музее Пиа Клементина в Риме. Пиранези довольно точно воспроизвел верхнюю часть гробницы Цицилии Митеи с полуразрушенным карнизом и фризом, украшенным бычьими черепами и гирляндами. На мраморной плите начертано имя погребенной Цицилия Мителла, дочь Квинта Критского, жена Красса Джованни Батиста Пиранези. Гробница Цицилии Митеи, лист из сюиты виды Рима 1762 Г. Форт Резец ГМИ им Пушкина. Несколько гравюр серии посвящены гробнице Цицилии Митеи. Массивное сооружение цилиндрической формы было возведено около 50-го года до н.н. Аппиевой дороги недалеко от Рима. В средние века она была превращена в замок с надстроенной сверху зубчатой стеной в виде ласточкиных хвостов. Для подробного изображения памятника Пиранези использовал двухъярусную композиционную схему, заимствованную у Пьетро Санти Бартолли из книги «Древние гробницы» 1697. На гравюре Пиранези изображены металлические приспособления для подъема массивных каменных плит. Одно из них было знакомо современникам Пиранези под названием Уливелла. Считалось, что о нем писал еще Витрувий в веке д.н. под названием Тональя, а в 15 он был заново открыт другим архитектором Филиппо Брунеллески. По мнению же Пиранези, инструменты Витрувия и Брунеллески отличаются друг от друга, и преимущество было за древним более простым. В использовании на гравюре показана подземная часть основания мавзолея Адриана, замок Святого Ангела. Художник значительно преувеличил размер сооружения, изображая лишь часть гигантского вертикального выступа контрфорса. Художник любуется регулярностью и красотой древней кладки, выявляя пластику камней при помощи резких светотеневых контрастов.